Однажды, рассматривая фото города на берегу Онежского озера, возникло сильное желание посетить данное место, которым была столица Карелии. И так вышло, что я сразу же решил реализовать задуманное. Отправился на вокзал и на ближайшем поезде пополз на север. Очнулся уже на вокзале 55-го года постройки в стиле позднего неоклассицизма. Он произвел приятное впечатление. Чисто, ухоженно. Можно сказать, один из лучших вокзалов, что мне доводилось посещать. Следующими значимыми местами были парки. Расскажу сразу о 3. Каменный Бор в юго-восточной части города. Интерес представлял затопленный карьер, максимальной глубиной 13 метров. Купание официально запрещено. Место очень живописное. Парк Ямка, уже в центре, хотя Петрозаводск настолько компактный, что везде можно без труда дойти пешком. Здесь же расположен сад камней и различные скульптуры. А вот Лососинский парк куда более зеленый и интересный. Несмотря на расположение почти в центре города, место невероятно тихое и красивое, настоящий зеленый оазис. Здесь же протекает маленькая речушка Лососинка. Если пройти по зеленой тропе, выходишь в другой парк Студеный ручей. Вообще это по сути одна большая зеленая зона, выводящая за пределы города. Насчет обзорных точек здесь все не очень разнообразно. Основной, как мне кажется, является 30-метровое колесо обозрения. Я, разумеется, прокатился на нем, причем один, да и во всем парке аттракционов никого не было. Даже грустно как-то. У меня такое впервые. Колесо расположено практически на берегу озера, поэтому виды шикарные. Вот было бы оно повыше раза в 2, но спасибо, что оно вообще есть. Насколько мне известно, оно новое, ему не более 10 лет. Возможно, для кого-то это покажется мелочью, но я обратил внимание, что в таком маленьком городе огромное количество различных арт-объектов, что нечастое явление, и выделил бы их как местную достопримечательность. На Комариной тропе комар и еще один комар. У ресторана знаменитая калитка, а вот, например, банда волков. Такие мелочи создают особую приятную атмосферу во время прогулок. Далее я отправился за город на ту сторону озера, если так можно выразиться, к горе Большая Ваара, с которой якобы открывается отличный вид. Да и поблукать по ней было бы неплохо. Добраться можно разными способами, даже дойти пешком, около 10 километров. Это, как обычно, мой вариант. А почему нет? Половина маршрута с неплохими пейзажами. Большая Ваара – это потухший вулкан. Подняться не составит труда. Людей по пути практически не встретил. Тут же некий чертов стул, каменный массив, откуда, собственно, и открывается великолепный вид на Онежское озеро. Далее спустился к берегу. Я, конечно, выбрал не самое лучшее место для спуска, но да неважно. В целом локация супер. Добраться и отдохнуть от городской суеты – 10 из 10. И даже нет обилия мусора, что в наше время редкость. На первое место я поставил набережную. И озеро, разумеется. Главный символ города. Кстати, второе озеро по величине в Европе, после Ладожского, и третье в России. Выйдя с вокзала, уже через 20 минут я был на набережной. Поскольку время около 5 утра, здесь было спокойно и безлюдно. Разве что крик чайки иногда нарушал тишину. Это, пожалуй, самое посещаемое место в городе, где жизнь кипит круглые сутки. С утра чайки и утки. Днем достаточно большое количество людей, особенно в теплое время года. А вечером прилетают комары, оценить плотность отдыхающих. Кстати, при мне их активность длилась в сумерках около часа, не более. На набережной огромное количество скульптур, подаренных разными странами. Здесь даже есть спортивная площадка с отличным видом. В общем, как мне кажется, одна из лучших набережных в стране. Вернулся бы не задумываясь. На десерт хочу упомянуть калитки. Возможно, это покажется странным, но да, я бы считал их местной достопримечательностью, которую рекомендую всем попробовать, у кого будет возможность. И здесь много, и на любой вкус. Подводя итоги, Петрозаводск произвел на меня крайне положительное впечатление. Даже уезжать не хотелось. Если я что-то упустил, пишите в комментариях или поделитесь своими впечатлениями по городу. Спасибо за просмотр и реакцию.